Всем здравствуйте, с вами Старый Гусь. Сегодня поговорим о бое Кокляев-Емельяненко. Мои мысли по этому поводу. Немного затронем эти две персоны. Миша Кокляев. Чем он вошел в историю? Стронгмен, тяжелый атлет, отличный парень, который убил человека и не понес за это никакое наказание. Немножко напомню, как это было. В родном городе Миша подбухнул, отдохнул в казино, ехал домой, и какой-то рядовой экипаж дорожно-патрульной службы попытался его остановить, на что он их требования проигнорировал, попытался скрыться и сбил на пешеходном переходе мужчину, который погиб. За заслуги перед Отечеством это все спустили на тормозах. Жена этого мужчины через месяц то ли жизнь самоубийством закончила, то ли просто скончалась. Вот такая вот история. Как все подобные, он воцерквился, полюбил учить других людей. Вот такие вот пироги. Второй персонаж. Александр Емельяненко. Чем он знаменит? Знаменит тем, что любит отдыхать, умеет тренироваться, умеет драться. Выпить не дурак. На что обратить внимание хотелось бы? Многие говорят, что это мисс-матч. Я таких людей называю раперистами. Для них важно на боксерском ринге выйти, побегать, потыкать как рапиркой, желательно самому ни одного удара не пропустить. Хотя, как показывает элементарное знание геометрии, что когда ты приближаешься, чтобы ударить человека, в этот момент и он может до тебя дотянуться. Так вот, на что обратил внимание в первые минуты боя. Михаил Кокляев в момент выхода на ринг очень сильно был удивлен. Все чудеса монтажа я еще не освоил, поэтому передам его состояние по системе Станиславского. То есть в момент выхода на ринг до него начало доходить, куда он попал. Все это давление оказало, конечно, на него влияние в момент поединка. Я сильно сомневаюсь, что он вообще что-то помнит, происходящее на ринге. Так же, как и у всех, чтобы боксер себя уверенно чувствовал на ринге, вспомним советскую школу, чему учили советские ученые. Чтобы освоиться на каждом уровне боксирования, то есть там КМС, мастер спорта, МСМК, чтобы ресурсы организма функционировали как обычно, боксеру требуется на этом уровне проводить где-то 14-15 боев. После чего система организма приходит в порядок, и он себя уверенно ощущает. Если вы внимательно смотрите боксерские поединки хороших боксеров, вы должны заметить, что очень многие суперзвезды в момент боя сводят челюсти, это одно, они начинают в момент объявления поединка, стоя на ринге, начинают зевать. Это значит, что у них так уже эволюция распорядилась, что они уже дошли до этого уровня. И одна из причин, почему они дошли до этого уровня, что как их организм реагирует на суперстресс. Да? Вот выйти боксировать перед десятками тысяч людей, такое событие, которое нагнетается по полгода, да? И их организм в этот момент суперстресса начинает замедлять их пульс,
Что происходит у обычного человека? У Кокляева. Я думаю, у него сердечко уже там было в момент выхода на ринг 130. И его мозг просто от перегрева не вывозил эти события. Были ли у него шансы? Да, были. Он не скоростной, но он тяжелоатлет, стронгмен. Он толхал, но когда такой человек толхает, это очень больно. Еще такой момент. Что ему нужно было сделать для того, чтобы выиграть? Все-таки, что бы я сделал на месте его тренера? Время на подготовку было ограничено. Соответственно, ему 40 лет. Соответственно, он, тот, кто интересовался тяжелой атлетикой, интересуется, тот знает, что бэкграунд Миши Кокляева. То есть он любитель подраться был на сборах. То есть там все парни горячие, режим, но он на их фоне выделялся своим желанием набить морду. Ему, показалось, что он срубит так деньги. Так вот, вернемся к тренеру. Что нужно было сделать? Исключить мешок. Работа только в парах. Причем приходим к тому, что да, вот Миша весит 120 килограмм, ему надо найти спарринг-партнеров довольно-таки приемлемо высокого уровня, чтобы он с ними работал. И чтобы этот момент стресса боя нивелировать, для того, чтобы у него каждая тренировка это был спарринг, он выходил с высоким уровнем спортсмена и боксировал. И ему не нужна была бы техника, главная задача была бы его адаптация психическая, психологическая, и для того, чтобы он своим ударом из-за уха, у него хотя бы была возможность его более-менее сблизиться и нанести. Но, как мы видим в записи тренировок, это работа на мешке. Что он этим хотел достичь, я так и не понял. Но это вообще проблема всего российского бокса. Объясню почему. Почему Америка это мекка профессионального бокса? Потому что ты приезжаешь туда, и у тебя постоянно есть спарринг-партнеры высокого уровня. То есть в момент тренировок, подготовки к бою, ты приехал в зал, там в дикой карте, это спортзал Роуча, там 1000 спортсменов тренируются, да, довольно-таки высокого уровня. Там можно найти записи спаррингов, где там уже Пакьяо, кто-то неизвестный вообще, даже без профессионального рекорда, чистит личико. Так вот я к чему. Это один путь ехать тренироваться в Америку, либо второй путь приглашать спарринг-партнеров в Россию, оплачивать им суточные зарплаты, чтобы они сидели и работали на тебя. Потом они будут в интервью рассказывать, что ты самый лучший и великолепный боец, потому что тебя в следующий раз не пригласят, если ты не поможешь продать бой. В России любят экономить на спарринг-партнерах, и эта схема не подходит 99% людей. Так вот, у Миши шансы были, но ресурсы денежные были ограничены. Что произошло в бою? Вышел дядя, который ничего не отдупляет, и против него вышел чемпион галактики среди пельменных Александр Емельяненко. Попал в челюсти пару раз, он упал. Бой мне понравился. Я не раперист, я смотрю бокс как столкновение характеров, и кто как себя проявит. Для 40-летнего мужика, первый раз выходящего на ринг, Кокляев проявил себя неплохо. Вот такие мысли. Так что, ребята, кто тренируется, слушайте своего тренера, но не отключайте голову. Думайте о происходящих процессах. Почему так?
Интересуйтесь физиологией человека. Что такое темп боя. Всем пиз.